И снова здравствуйте, мои уважаемые зрители. На дворе у нас продолжается 19 марта. Переходим к ситуации на фронтах. Что у нас происходит здесь? Ну, вы знаете, с учетом того, что я сказал сегодня утром, о том, как меняется тактика действий российских вооруженных сил и какие потери в связи с этим несут сегодня украинские вооруженные силы, на самом деле сегодня ситуация на южном направлении резко меняется в пользу российских войск. Потому что основная мешающая российским войскам здесь группировка в Николаеве, ей было нанесено существенное поражение. То есть Николаевский гарнизон во многом сегодня дезорганизован, основные ударные силы выведены из строя, и я так понимаю, пока он придет в себя, ничего серьезного здесь они противопоставить российским войскам не смогут. Причем никто абсолютно не гарантирует того, что другим частям ВСУ в этом районе не прилетят такие же самые подарки. Потому что тактика действия российских войск уже четко и однозначна. Много дней подряд мы видим одно и то же. Яворовский полигон, Мерефа, Николаев, я так понимаю, и дальше будет следовать. Итак, с этим направлением понятно. Следующий момент, важнейший момент, мне кажется, это сегодня направление район Курахова. Что происходит так? По тем данным, которые приходят до меня, Марьинка уже занята войсками ДНР, зачищена. И войска Донецкой Народной Республики пытаются продвинуться в направлении Красногоровка и Горняк. Суть этой операции заключается в том, чтобы два очень удобных рубежа обороны, опираясь на реку Сухая Яла и Волчья, чтобы их обойти, зайти этим позициям во фланг и, соответственно, в тыл, и не дать украинским вооруженным силам зацепиться за линию Курахова. Потому что далее от Курахова и до Покровска никаких серьезных водных преград нет. И уже российские и ДНРовские войска могут наступать в этом направлении более-менее свободно. Тем более, что именно такая задача стоит, говорит тот факт, что вчера уже начали обрабатывать юго-восточные пригороды Покровска. То есть начинает там работать российская авиация, начинает работать дальнобойная российская артиллерия, подавляет те узлы сопротивления, которые уже созданы вооруженными силами Украины, и таким образом подготавливает эту местность для дальнейшего наступления российских войск и ДНРовских войск на этих рубежах. Ну и также успешно развивается операция по освобождению Мариуполя. И это, как я сказал в утреннем материале, вынуждены были признать уже даже штатные пропагандисты Зеленского, которые готовят общество Украины для того, чтобы город был сдан. Чтобы шок не был сильным, его начинают готовить. Потому что согласно официальных сводок еще на сегодняшний день вооруженных сил Украины, не только Волноваха под контролем ВСУ находится, но и Мариуполь только-только немножко отрезан. Именно по этой причине патриотическое так называемое общество Украины и требовало, чтобы Зеленский организовал деблокирующий удар. Оно-то опьянено теми сводками, которыми оно жило последние недели, о том, что противник задержан, что Мариуполь сопротивляется и почти не окружен, Волноваха держится. Ну и, конечно, у них вопрос, а почему мы не можем помочь Мариуполю? Да не можете вы ему помочь, там уже агония. Даже гарнизон Мариуполя периодически приходят такие сообщения, переодевается в гражданскую одежду и пытается выскользнуть. На сегодняшний момент около 100 военнослужащих задержаны при попытке в гражданской одежде покинуть район Мариуполя. То есть у них уже агония. Да, они сопротивляются, но это уже агония. И эту армию официальный Киев списал ровно так же, как в конце января, начале февраля 1943 года власти Германии списали свою армию на Волге, армию Паулюса. Хотя на самом деле для вооруженных сил Украины это далеко не самая большая катастрофа, которая ожидает их в ближайшие дни. Все говорит о том, что в ближайшую неделю Южный фронт от Запорожья до Донецка вооруженных сил Украины будет прорван, либо даже разрушен. Потому что те силы, которые освободятся после взятия Мариуполя, естественно, будут брошены на это направление. А здесь и без того для ВСУ полный швах. В общем, здесь на сегодняшний момент самая важная точка войны. И именно по этой причине я и уделяю ей особое значение. На этом по этой теме пока все. Следующий выпуск планируется сегодня вечером, где будет уточненная сводка, ну и соответственно, что произошло за текущий день. Все, до свидания и до следующего выпуска.